Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. И в очередной раз, здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере, 14-й день у нас сегодня. И, соответственно, 20 апреля. Не так давно у нас третья воронка появилась, а еще более свежее событие — это то, что у нас 100-е уровни появились и совершенствование стихий. Поэтому можно уже полноценную команду, как минимум на третью воронку, уже показывать, потому что здесь уже выживаемость нормальная. Плюс ко всему я уже потестировал команды, которые у нас аура, ну основные аура — это ледяной взрыв, неустрашимые и разъедание. Разъедание уже начали мы вытаскивать, то есть уже какие-то показатели, бывают даже лучше, чем у остальных команд, они могут выдать. У меня получилось 2300, это немного, но больше я пока что не смог вытянуть. Снаряжение вы увидите в процессе. Давайте начнем, поэтому именно с этой команды туман вот такой вот, если что, я не знаю, может быть у вас какие-то проблемы с туманом, поэтому, да, покажу сразу тумблеры. Итак, у нас здесь рейта плюс 5. Это накладывает некоторые особенности у команды. Во-первых, у меня рейта на танковке, потому что за счет пробуждения у нее достаточно много очков здоровья. Иначе бы у меня не получилось сделать их больше, чем, допустим, у той же шмыгли. Это имейте в виду. Гораздо проще тогда, если бы у меня не было столько пробуждений, тогда бы я, наверное, на Агока настраивал танковку, потому что, ну, больше, собственно, и некому. Итак, рейт у меня плюс 5, если вы читали пробуждение, да, это позволяет мне лучше выживать, и плюс ко всему танкует она, то есть берет удар на себя лучше. Так как у нее здесь есть и первое пробуждение на снижение урона, и второе, и в том числе третье на увеличение, еще больше продления этих ослаблений. Ну, а уже четвертое, пятое, это уже так, они не критичные и особо не имеют значения. Снаряжение, как я уже сказал, точность у него сопротивления, видим, что есть, да, критический урон я сделал на 90, хотя при таком критическом уроне, скорее всего, вот этого вот можно было не делать, просто нарастить ей атаку, это было бы, может быть, даже полезнее. Так как она лечит за счет вот этого таланта, да, то есть за счет урона, который она наносит, мне, может быть, это было бы выгоднее, то есть сделать больше атаки, а не вот этой ерундой заниматься. Ну, что сделано, то сделано. Ну и сколько еще смог защита. Здесь у меня донатный артефакт, по идее, если у вас его нету, то точность у вас просядет. То есть надо будет тогда побольше точности выкручивать с дополнительных характеристик снаряжения. Ну, во-первых, у меня здесь руна, как видим, да, плохая. Еще эпическая. У меня нету здесь другой, по-моему, на сопротивление. Подождите-ка, есть. А почему я не одел? Ну, не знаю. Ну, тогда можно было бы, в принципе, точность и сопротивление сохранить. Это, видать, я давно не обновлял снаряжение. Ничего страшного. Итак, если нету донатного артефакта, то можно, по идее, его заменить, например, на сундук. Либо на рога. Либо сундук, либо рога. Я вам покажу, если вы еще на звук не воспринимаете. Либо вот этот сундук, потому что он тоже и урон увеличивает за счет увеличения атаки, и живучесть. Причем и носителю за счет его характеристик вот этих, и плюс ко всему всей команде защиту повышает. То же самое характерно для рогов. Только единственное, что здесь вместо очков здоровья здесь точность. И рога увеличивают лечение, и в том числе урон по противнику. Поэтому можно тогда либо рога, либо сундук. Почему я здесь не поставил ей ракушку рейте? Ну, я не знаю, я пробовал ракушку, а, например, вот этот артефакт на Сакредею. У меня заметно хуже урон получался. Я не знаю почему. По идее, логически должно было быть лучше, но нет. Схема снаряжения вот такая, сразу покажу, раз уж сюда зашел. И вот такие вот тайминги. Тайминги выстроены так, чтобы рейта ультовала, во-первых, по всем ослаблениям, то есть то, что у нас Сакредея накладывает, и то, что у нас накладывает код. И плюс ко всему, чтобы она еще успевала, точнее ей хватало время действия вот этого бафа на защиту, да, усиление защиты, оно же 10 секунд, чтобы его хватало и на этот удар, и вот на этот. То есть 26,1 это получается, так, сейчас скажу, где-то вот здесь. То есть у нас остается 9 секунд 9 десятых до вот этого навыка. То есть ровно столько, сколько нужно, чтобы здесь еще баф был защиты. Так они выживают лучше. Сакредея у меня здесь обычная. Что таланты, что снаряжение. Видим, что шанс крит удара я выкрутил. Атаки вроде бы неплохо, но крит урон совсем слабенький. У нее здесь вот эта вот вещь. Она у нас, кстати, кукольника. Из-за этой вещи видим, что она стоит здесь, да, а шмыгли у нас здесь. Это значит, что на старте боя, сразу вам покажу, нам нужно один раз вручную после Сакредеи сходить.
То есть мы ждем Сакредею. Она у нас ходит, а затем мы вручную шмыгли куда-нибудь вот сюда перемещаем. И она до конца боя здесь у нас останется, возле Сакредеи. За счет этого у нас этот предмет на Сакредеи будет, получается, распространяться и на шмыгли. А почему шмыгли здесь? Ну, все потому, что у Рука у меня вот эта вот вещь. То есть обращайте на это внимание, если у вас по-другому будет одето, то расстановка, конечно же, поменяется. Здесь у нас мы должны поставить, чтобы он раздал свою атаку и защиту нашим слева и направо и справа вот союзникам. То есть должны поставить их вот здесь вот, слева и справа. Поэтому такая расстановка. Так, ну, собственно, Рука я покажу. У него крит шанс не стопроцентный, 81 только смог выкрутить. И крит урон не то чтобы много, но этого уже достаточно, чтобы неплохого урона наносить. Если вы до сих пор не знаете, то Руку атака не принципиальна, то есть мы здесь спокойно ставим защиту, либо просвещенность, либо что угодно, лишь бы у нас дополнительные характеристики были хорошие. Ну и вот этот эффект не помешает. В остальном отдел как смог. То есть все, что смог наковырять на крит шанс и на крит урон, вот оно все здесь. Шмыгли. Шмыгли тоже у нас не стопроцентный крит шанс, атаки вроде бы неплохо, крит урон совсем слабенький. Ну, что получилось, то получилось. У меня со снаряжением сейчас полный бардак, поэтому вот так вот. Агок. Агок у нас получается максимально атака просвещенность, чтобы лечение было побольше. Если получится еще ускорение навыков добрать, то это будет замечательно. Обратите внимание, талант не докачан. Докачивайте его вот этот вот. На увеличение лечения он вам будет, я думаю, что живучесть увеличивать значительно. Если у вас он не плюс 5, ну можно ему точность выкрутить, хотя, наверное, не обязательно, потому что у нас будет рейта штраф к атаке накидывать вполне себе часто. Но не помешает. Если получится точность выкрутить без особых потерь, то, пожалуйста, сделайте это. Ну, соответственно, он с посохом, и больше специфики тут никакой нету. Код у меня вот такой вот, на защиту, на атаку, все на урон. Тайминги я вам показал, ну и, собственно, все. Давайте одну проходку. У меня тут автобоев не осталось, хотя я урон вам показал уже, 2300 они у меня максимум набили. В основном где-то 2200, 2100, 2300, вот так они бьют. Живут вроде бы стабильно. Единственное, что в самом конце кто-то умирает. Ну, видим 260, то есть не самая удачная проходка. Если же, как я уже сказал, если у вас рейта без пробуждений, то можете настраивать Агока, чтобы у него были максимальные очки здоровья, да. И... наверное, здесь точность тогда не собирайте, чтобы не жертвовать характеристиками. Пускай штраф к атаке тогда рейта вешает. А ему побольше очков здоровья, защиты и, соответственно, атаки просвещенность. Ну и ускорение как получится. Вторая команда, команда Ауры. Она меня бьет совсем плохо, но у меня тут беда со снаряжением. Плюс я вам связь стихий показывал, то есть я огонь и свет вообще не качал. С донатным артефактом история та же, то есть если у вас его нету, ну можете попробовать сундук. Тем более, что здесь у нас схема снаряжения такая, и Линкас у меня на плюс 5, он у нас танкует. Сразу покажу тайминги. Почему у Анелизис 35,7? Потому что она на старте боя вселяется, да, и только через несколько секунд, через 5 начинает набирать энергию. То есть если поставить сразу нужный тайминг, то она просто не успеет набрать энергию. А так она выходит на свой тайминг вовремя. Только единственное, что один цикл пропускает. То есть она начинает вместе со всеми на старте здесь свой цикл. Расстановка такая же, то есть зависит от наличия вот разных вот этих мифических предметов, которым важна именно расстановка. Линкас у нас здесь с донатным артефактом, про него я сказал, что да, там заменить можно. Так, у него здесь максимальные очки здоровья, защиты как можно больше видим. Ну и в принципе все, больше ему ничего не надо. Атаки на остаток, для того, чтобы он побольше ее раздал. Но лучше, конечно, защиты. Защиты он раздает, получается, Тареси и Синареллу. Можно, в принципе, попробовать как-то выставить вот так, чтобы он Анелизис ее давал, а не Тареси, потому что, по-моему, она страдает больше. Это я еще не экспериментировал, попробуйте, может быть, у вас будет лучше. Линкас, как я уже сказал, танкует. Тареси у нас главный ДД, весь урон наносит именно она, здесь желательно, да, ближе к 100% крит шанс, на максимум крит урон, очков здоровья, у меня, к сожалению, только на атаку, если у вас здесь процентные очки здоровья, будет лучше. Она лучше будет жить, и плюс ко всему урон у нее будет тоже отличный, потому что у нее урон, как вы знаете, от очков здоровья идет. Колокол — отличный артефакт для ауры, да и не только, для неустрашимых тоже подходит, он и увеличивает урон, и снижает урон. Поэтому замечательно. Крит урон сколько смог. К сожалению, очень маленькие характеристики, набор талантов вот такой. Дианта у нас на разломе. Поэтому ей точность, ну в остальном все то же самое. Защита, можно крит урон, очков здоровья побольше, в принципе все. Талант не докачан. Предмет у нее вот этот. Она поэтому стоит здесь, соответственно, она раздает Тареси этот эффект.
Анелизис у нас танкует. У нее максимальные очки здоровья. Ой, я извиняюсь, по-моему, у Линкаса. Так, а вот это косяк. 25-57, да? А у нее 33-64. Получается, она танкует. Она танкует, я ошибся. Тогда обратите внимание, что у нее сопротивления недостаточно. У меня просто нету рун на сопротивление. Если у вас они будут, у вас будет команда стоять гораздо лучше. Видим, да, что нету сопротивления. Сопротивление лучше добрать, иначе они будут умирать. Так, Дианту показал. Синарел весь в атаку. Все у него видим в атаку. В атаку. Вот этот мифический предмет на увеличение урона и, соответственно, рога. В принципе, все. Точность, если вы не знали, ему не нужна. Просто это из-за рогов так получилось. Код тот же самый. Тайминги показал. Урон. 1,5 миллиарда они бьют, но они за 1 минуту умирают. Опять же, напомню, что у меня связь стихи не прокачана. Во-вторых, сопротивление мне неоткуда добрать. В остальном, я думаю, что они бы, ну, где-то 1 800 000, может быть, 2 били. Так как у меня еще и снаряжение плохое. Ну, видим, 1500. Полминуты, но, скорее всего, там раньше они умирать начинают. Следующая команда, команда яда. Они тоже где-то 1,5 миллиарда у меня набивают, либо чуть больше. А, кстати, я артефакт не прокачал. Может быть, поэтому так мало. Ну, имейте в виду, что может быть где-то 1 800 000 там набьют даже. Живут они весь бой. В самом конце Билдель умирает. А так живут весь бой. Схема снаряжения вот такая. Кстати, здесь ракушка, да. И с ракушкой здесь она вполне себе нормально справляется. Тайминги у нас стандартные. То есть начинаем мы с цикла красной головы, тоже после 18 секунд. Ну а, соответственно, Билдель, как обычно, идет с задержкой. Это у нас уже много-много-много месяцев, либо лет, уже лет, можно сказать, Билдель ходит с задержкой вот с такой. В остальном рейта вот здесь вот выкручена на 2-3 навык босса, да, и чтобы вот этот разлом, который будет... нет, подождите, она же сама накладывает. Тогда ничего. Тогда просто, чтобы продлять еще вот этот от голема ослабление. В остальном ничего необычного. Ой, расстановка у них такая же, да, то есть специфика из-за вот этой вещи. Мы вокруг шины собираем тут народ. Танкует у меня здесь, по-моему, рейта. Да, рейта. Если у вас пробуждения нету, да, то чаще всего Филосия танкует. Тем более, что видим, у нее сопротивления достаточно, все достаточно. Она прям тут создана для этого. Но у меня здесь рейта. Из-за того, что пробуждений слишком много. Она здесь из заливки, потому что больше никого из яда нету. Потому ее кто-то должен заливать. Ускорение набрать у меня там 60 невозможно. Нету у меня столько рун на ускорение. Поэтому вот так вот. Шина здесь с чемоданом, с этим сундучком. Крит шанс, крит урон, атака. Все как обычно, да. Плюс вот эта вещь. И вот эта вещь еще раздает урон. И защиту вот эту вещь. В остальном все то же самое. Филосия у нас с жилеткой. С этим сетом все как обычно. Мифический предмет. Сопротивление это на тот случай, если она танковать будет. Ускорение навыков никогда не помешает. Она чаще с боевого будет накидывать свои щиты. Это замечательно. Фридгунда. У нас здесь частичный урон с помощью вот этой перчаточки, которую я передал с прошлого сезона. В остальном заливка. На ней лежит заливка. Сколько получится крит шанса и атаки там с крит уроном набрать, столько и набирайте. В остальном ничего необычного, обычная сова. И Билдель. Билдель у нас, опять же, одета как всегда. Ничего сверхъестественного. Ей одну руну я дал на защиту, чтобы увеличить живучесть. И, в принципе, все. Еще защиты будет раздавать немного шина. Голем вот такой. Как я уже сказал, из-за этого артефакта я думаю, что я набил бы больше. А я его совсем забыл прокачать. Следующая команда — это команда Молний. Она у меня набивала 1 800 000. Ну, кстати, сразу скажу, да, в команде Ледяного Взрыва, конечно же, рейта меняется на Агока. Единственное, что ракушку тогда поставить не получится, нужно будет возвращать разлом на шину. А на Агока, например, тогда ставить какой-нибудь посох. Как мы, например, делали в команде с Руком. Вот здесь вот. Итак, команда неустрашимых. Я честно скажу, я не знаю, кем заменить эксклюзивного героя поддержки. Либо этого, либо этого. У нас вообще команда здесь бывает чаще всего содержит Эстайон. Эстайон понятно, но вот второго героя, либо тигра, либо этого волка, на кого менять, я понятия не имею. Насчет живучести у них есть вопросики. Пока у нас Кульвида не заменила Таривола, Кульвида будет у нас, по-моему, через неделю, после того, как у нас пройдет баннер с новой героиней Мороза и Терил. У нас потом будет Кульвида. Кульвида снижает урон, и вот тогда уже ситуация будет нормальная. Кульвида снижает урон, и, соответственно, живучесть у нас сильно вырастет. И, может быть, получится заменить эксклюзивку вот эту. Либо вот эту, либо вот эту. До тех пор они у меня слишком мало живут и умирают.
Поэтому, ну не знаю я никаких замен, поэтому уж простите, что есть, то показываю. Схема снаряжения вот такая, тайминги вот такие. Тайминги здесь специфика есть из-за того, что количество бафов у Мааштура зависит от количества ослаблений, поэтому у него здесь вот такие вот тайминги. То есть он начинает после Таривола, и, соответственно, вот он должен наложить до него, чтобы когда он будет бить, чтобы уже было на боссе 2 ослабления. От Таривола разлом и вот это вот от голема. Поэтому здесь такие тайминги. Ну, волк, он действует тут с задержкой, то есть сначала задержку урона дает, потом только лечение там какое-то, снижение урона. Здесь есть такая специфика, наугад я натыкал, точнее нет, вот это мне уже подсказали, тайминги какие-то, вот я не знаю, как это с осознанием дела ставить тайминг, потому что срабатывает по-разному, то есть появляется уменьшение урона по-разному в течение боя. Ну вот этот тайминг, он у меня лучше всего показал живучесть. Расстановка, все то же самое, как и в прошлых командах, зависит от того, где у вас какие вот такие предметы. Так как у нас здесь 3 ближника, то я ставлю вокруг тигра и даю ему вот этот предмет, чтобы он отдавал защиту нашим 2 модам. Гуинавивер здесь главный уронщик, лучшее снаряжение у нее, таланты вот такие. Настенка здесь вспомогательную роль, пока что еще урон она наносит, но потом она уже будет совсем вспомогательную роль играть. Пока что вот такая. Так, Мааштур у нас с этим кукольника, артефакт донатный, то есть он у нас танкует, у него максимальные очки здоровья, поэтому ему точность и сопротивление желательны. Таривол у нас на разломе, я ему еще дополнительную помощь для команды поставил, это защита предков. И вот этот предмет, который будет увеличивать, этим 2 еще урон. Так, кто там у нас еще спрятался здесь? Волк. Волк у нас с посохом. Все на лечение у него. Просвещенность, да? Ну, защиты как получится. Такие вот у него характеристики, такие таланты, такое снаряжение. Бывает игра глючит, да, видим, что как будто бы команда не подходит, как будто бы она не сохранена. Но это чушь, потому что, видим, игра бывает так глючит. Я снова использую команду. И все равно кнопка вот эта недействительна, да. При этом мы входим в бой, кнопка работает. И когда мы выходим, она, по-моему, сейчас появится по-нормальному, да. Ну, бывает такой глюк. Голем у нас вот такой. Где он здесь? Вот такой вот. Почему, когда у вас в команде Мааштур есть, мы не ставим Джина? Все по той же причине. Из-за того, что у нас здесь 2 героя поддержки, Джин будет, точнее не будет. Он будет использовать вот эту вторую опцию, да, и накладывать ослепление вот это вот, то есть ослабление, он не будет. Соответственно, на одно ослабление меньше у босса и на 1 баф меньше будет давать Мааштур. Нас это не устраивает. Поэтому мы здесь ставим голема. Если бы у меня не было 2-го героя поддержки, если бы они жили в 1 героя, да, то можно было поставить бы Джина. Тогда бы он усилил Жавиньев, Гуинавивер получше. Но до тех пор у нас здесь получается голем. Когда у нас появится Кульвида, она будет накладывать дополнительное ослабление, и, соответственно, мы сможем поставить спокойно Джина. Ну а пока что голем. В бою смотреть особо нечего, просто урон я озвучил, да, 1 800 000 000. Где он здесь? А, вот здесь вот, 1 800 000 000. На этом, собственно, все. Коды команд я в комментариях все выложу. Большое вам спасибо за просмотр, всем удачи, всем хорошего настроения и всем пока.